Озвученная ранее инициатива о депортации мигрантов, совершивших преступления на территории нашей страны, начала активное внедрение в 4 регионах России и Москва. Московская область, Петербург и Тверская область стали первопроходцами в этом. Теперь те мигранты, которые нарушили закон, лишаются ранее полученного российского гражданства и отправляются обратно в свою родную страну. Однако это не означает, что депортация заменяет наказание. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что процедура отсылки на родину будет произведена только после того, как мигранты отбудут назначенные им судом сроки тюремного заключения. Полиция действует в соответствии с законом о гражданстве. У мигрантов изымают российские паспорта и исключают их из реестра граждан. Важно отметить, что для проведения процедуры лишения гражданства и депортации не имеет значения время совершения преступления. Примеров преступлений, к сожалению, более чем достаточно. События, происшедшие на московском рынке «Садовод», где мигранты вступили в конфликт с полицией, яркий пример этому. Было проведено специальное расследование. Следуя за последними запросами со стороны общественников о необходимости увеличения количества мигрантов в такси, инцидент на территории Садовода показывает обратную картину. Привлечение иностранных работников может быть очень проблематичным. Вспомним, что конфликт на московском рынке произошел в середине декабря. Во время проверки документов один из мигрантов-таксистов попытался убежать. Он протащил полицейского на капоте своего автомобиля. Но этим не кончилось. Выскочив из машины, нарушитель набросился на стража порядка с кулаками. Потом на помощь мигранту пришли его соплеменники, которые также вели себя агрессивно по отношению к полиции. По итогу были задержаны около 80 нарушителей, которые нападали на представителей органов правопорядка. Суд постановил депортировать 22 участников инцидента на Садоводе. Еще более тревожное впечатление оставляет событие, которое произошло в Петербурге. Здесь несколько районов города были под угнетением одной из многочисленных преступных группировок, состоящих из мигрантов Азербайджана. Эти антигерои явно были горды своими незаконными актами и самоназвались мафией. В интернете появлялись ролики, где мигранты избивали людей, крушили заведения. Преступники сами снимали эти нападения и выкладывали в сеть. При этом они заявляли, что их действия покрывают представители диаспоры и даже полиция. Например, один из них после очередной позорной выходки заявил, что дядя Турал все решил, а гаишникам 35 тысяч на лапу дали. Без внимания следственных органов этот беспредел не остался. Задержали бывшего главу управления Министерства внутренних дел Петербурга, который контролировал деятельность миграционной службы ООН, как полагают следователи. За деньги помогал легализовывать мигрантов без разрешительных документов. В России есть 2 типа мигрантов. Первый – те, кто приезжают на заработки, а потом уезжают домой. Второй – это переселенцы, которые пытаются менять нашу культуру и традиции. К сожалению, русским людям чаще приходится сталкиваться со вторым типом. Почти половина таких мигрантов не готовы жить по нашим правилам и хотят внедрять законы шариата. Но нельзя приезжать в чужой монастырь со своим уставом. И уж тем более создавать этнические преступные группировки. Такие гости нам не нужны. По итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло почти 3,5 миллионов. При этом более 90% трудовых мигрантов приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За год количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев составило около 12 миллионов, но работу в России смогут теперь найти далеко не все из них. В Думе давно принимались антимигрантские меры по ограничению въезда в Россию иностранных рабочих. Стоит вспомнить хотя бы стоимость разрешения на работу, которую предложили увеличить в 4 раза до 4800 рублей. Также в связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам. Таким гражданам теперь разрешается работать в такси и на общественном транспорте только при наличии у них российского водительского удостоверения. Нельзя не упомянуть и законопроект, по которому право на материнский капитал может появиться у иностранных граждан только через 5 лет с даты приобретения гражданства России. Ну и самое главное – это необходимость постановки на военный учет после получения российского гражданства. Все это, равно как и ослабление курса рубля, делает работу многих мигрантов в России попросту невыгодной для них.
Кроме этого, некоторые регионы вводят запреты на отдельные виды деятельности для мигрантов. Как правило, это общественный транспорт, общепит, розничная торговля алкоголем, табаком и продуктами. Произошло это не сегодня. Некоторые регионы впервые ограничили возможность работы мигрантов в определенных сферах еще в 2014 году и продлевают запреты каждый год. Запреты затрагивают мигрантов, работающих на патенте, и лишь в некоторых сферах под ограничения подпадают иностранные граждане, прибывшие в страну в рамках безвизового режима из таких стран, как Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Насколько эффективны такие меры? Ограничение мигрантов в трудовой деятельности многие эксперты считают мерой полезной и в чем-то даже позитивной. Но решит ли это проблему с мигрантами? На этот вопрос пытается дать ответ один из известных в узких кругах деятелей, который очень точно формирует один из аргументов против миграции. Формулируется этот аргумент на примере двух стран – Франции и Японии. Он раскрывает соотношение и сложности людей, диаспор и мигрантов в качестве жизни. Что составляет качество жизни человека? Качество жизни человека состоит в родственной, знакомой ему культуре. Качество жизни состоит в достойной заработной плате. И много в чем еще. Но вот на этом можно как раз остановиться. Завозя в страну огромное количество мигрантов, которые культурно чужды коренному населению, власти рано или поздно начинают уничтожать культурную среду коренного же населения. Это, в свою очередь, снижает качество жизни коренного населения. Что характерно, этот пример можно наблюдать даже в нашей стране. Доходит до того, что мигранты второго поколения сами становятся противниками миграции. Потому как уезжали они совсем не в ту страну, в которой спустя 10 лет оказалось 7 миллионов соплеменников. Как правило, такие настроения среди них буляют крайне редко, но иногда буляют. Пример Франции и Японии показателен. Франция завозила к себе мигрантов в огромных количествах, результатом чего стала утрата культурной среды французов. Теперь вы не сможете прогуляться по ночному Парижу так, как это можно сделать было в 70-х или даже 90-х. Это небезопасно. Япония же не стала открывать свои двери для всех желающих. Спасает ее и то, что она изолирована. И добраться до нее вплавь, так же, как и до Испании, не выйдет. Тем не менее, если бы они активно завозили к себе мигрантов отовсюду, а у них серьезные проблемы с демографией, то по ночному Токио или любой другой провинции нормально бы ходить было бы труднее. А так Япония на порядке безопаснее, чем Франция. Таким образом, получив условную лишнюю 1000 к заработной плате, за счет огромных толп мигрантов, вы лишаете себя безопасности. Вернемся в наши родные пенаты. В нашем случае никто вообще об этом думать не пытается. И уже всерьез решили завозить работников из Африки. Это уже к моменту того, что диаспоры уже повсеместно диктуют свои правила. Мы еще с мигрантами из Средней Азии разобраться не успели, как нам начинают предлагать негров из Африки, что в перспективе может привести к совсем уж серьезным последствиям, так как это тот случай, когда мигранты не поддаются не то что ассимиляции. Они являются собой полюс идей, обратной идеи ассимиляции. Стоит понимать, что даже условные штаты проходили долгий путь ассимиляции африканцев. Сначала это было банальное рабство. Потом это был апартеид, и только потом они получили равные права, равные со всеми остальными гражданами. И это в первой экономике мира. Помогло ли это решить проблему ассимиляции? Нет. До сих пор черные кварталы, преступность и все такое прочее. На что рассчитывают наши власти, не совсем понятно. К вопросу о том, почему не запрещают диаспоры в стране и нет с ними борьбы. У нас на уровне законодательной и исполнительной власти действует принцип: сначала делаем, а уже потом, когда-нибудь там, думаем. В лучшем случае думаем. Чаще всего нет. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.